Дилам Швидобиса Гамарджоба Генацвали. Мы сейчас выехали по срочному делу и решили вас взять с собой. Поехали! Едем сейчас за друзьями, которые приехали из Москвы. И сейчас они сами все расскажут, свою историю, но с друзьями мы поедем смотреть очень классный объект. Нам скинули вчера фотографии, и мы очень сильно заинтересованы. И расскажем, что мы сейчас будем совместно предпринимать в этом отношении с нашими друзьями. Меня зовут Василина. В нашем управлении находятся студии, двухкомнатные и трехкомнатные панорамные номера с шикарным видом на море. Ортопедические матрасы размера King Size. Все номера укомплектованы бытовой техникой и всем необходимым для комфортной жизни. Апартаменты сдаются посуточно, но по договоренности можем сдать вам их и на долгий срок. Чтобы забронировать эти прекрасные апартаменты, пишите нам в WhatsApp. И если вы собственник апартаментов Orbi City, вы можете также договориться с нами о сотрудничестве. Ребят, мы приехали к друзьям. Да. Смотрите, какая квартира в традиционном грузинском стиле. Обязательно пианино и библиотека. Матвей здесь уже взял одну книгу почитать. И обязательно вот такой телевизор, говорит Кирилл, это сынок. А здесь холл. Здесь можно играть в футбол. Да? Валерьян, знакомьтесь. Валерьян. Где Вероника? А вот она. Так, ну, ребят, мы подготовили для вас презентацию. Мы ее приготовили для нас, но вам мы ее тоже представим, потому что сейчас презентация наших 4В, да? Мы так решили обозначиться теперь. Потому что теперь у нас... Да, раньше мы работали с Вахтангом вдвоем и не успевали все по недвижимости. Нам очень много заявок люди пишут по аренде, по покупке, но мы реально не можем объять необъятное. Вот, поэтому в помощь нам были присланы вот эти люди. Я всегда была очень тесно связана с недвижимостью, с ипотекой, поэтому, в принципе, страхование – это все ко мне. Угу. Валерьян тоже специалист по страхованию. По страхованию, да. Мы с ним вместе работали со многими страховыми компаниями. Ну, наверное, твои подписчики помнят меня. Мы с ними, с некоторыми даже работали. Поэтому, в принципе, твоя аудитория со мной знакома. Ну, а Валерьян, мой муж, как бы тоже знает его все по страхованию. Такая тоже профессия есть. Муж. Так, что мы сейчас? Давай расскажем, да, что у нас вообще произошло за эти несколько дней и что мы решили сделать. Так, мы решили, значит, что мы организуем свое агентство недвижимости, где будем продавать, покупать, снимать и сдавать недвижимость города Батуми. Пригласили на первый объект съемки, нам уже скинули фотографии, сейчас мы поедем ознакомимся, и мы посчитали, что этот объект очень интересен будет для инвесторов, и также нам он показался очень интересным. Очень интересный, да, себе такой очень даже хотелось объект приобрести, вот, потому что окупаемость очень быстрая. Ни одна коммерческая недвижимость, по-моему, в городе Москва такой окупаемости бы не дала. Вот, а здесь в райском месте еще и такие деньги. Вероника, в общем, сделала презентацию, и мы еще ее не видели, сейчас как раз посмотрим. Тут как раз таки наши все преимущества, то есть мы сделали такую мини-презентацию для наших клиентов, где показываем на примере слайдов наши преимущества, работы в том числе с тобой, с Вахтангом как блогеров, да, использование рекламы на наших площадках, Instagram, YouTube, TikTok, Facebook, а также видео и фотосъемки. Да. Тогда что мы сейчас? Да. Собираемся и едем с улыбками, с хорошим настроением. Погода чуть подвела нас, но ничего. Да нормально погода. Я имею в виду Всё. по дронам, чтобы полетать сверху. Полетаем по дронам, Сразу. посмотрим все. Ну, если может чуть распогодится, просто если чуть ветерок будет, его будет, знаешь, как... Да ветра нет болтать такого, будет, Вахтанг. и яркой картинки этой не будет. Которая... Нормально. Пьяная съемочка получится, да? Короче, такая. В нашем стиле. Ну, сразу такой индивидуальный стиль. В руках? Смотрите, какой большой холл в квартире. Просто реально можно в футбол играть, да?
Да, мы, кстати, его сдаем под кемпинг. Вот здесь помещается 4 палатки, да? Глэмпинг, 6 спальников. кемпинг. Что это связано с недвижимостью? Все, что у нас заканчивается на кинг, да? Все по-королевски, все по-кинговски. 3 спальни, 2 санузла, да, большая кладовка, большая кухня. Может, так здесь на гостиницу сделаем? И вот такая гостиная большая, огромная. Вахтанг, кстати, играет на пианино тут вечерами. Мы вяжем, Вот вышиваем, когда девочки, мужчины должна играют быть. еще в нарды. Ребят, ну мы вам еще забыли сказать, почему 4В у нас сейчас называется. Да, у нас была My Georgia компания, у нас зарегистрирована компания в налоговой, но так как мы сейчас работать вчетвером будем, 4В почему? Потому что Василина, Вахтанг, Вероника и Валерьян. Так что 4В в полном сборе. Едем на объект. А вчера мы искали материал для презентации по нашему любимому запросу Василина в Батуми. Просто в гугле. Просто в гугле забили и нашли такую фотографию, подтверждающую Смотрите, ребят. силу 4В, да, full power. Это 3 года назад. 3 года назад, да, у нас поездка на водопады была, еще куда-то. Прикольно. Здорово ездили. С гидом. С гидом. Видом, да. С бородатым. Провод такой просто не петличку саму ставить, а провод выводишь. Только маленький микрофончик висит у тебя здесь и все. А его куда-нибудь здесь прячешь. Ребят, мы так-то работаем над звуком, видите? Вахтанг уже столько оборудования купил и все время меня заставляет все это включать, выключать. Ну, как бы у меня начинает уже чуть-чуть получаться. Не все сразу. Что ты не сказала, меня уже начинает это замыкать. Чуть-чуть замыкать. С блокнотом хожу. Не знаю, что включать. Вот и солнышко, нету ветра, все замечательно. Вот так надо. Украинский и Виноград, грузинский поднимался флаг на балкон. висит. Так надо, чтобы поднимался на балкон. Да, нам нужно посадить виноградную лозу и на террасу. Вот, видишь, Да, класс. пошла наверх. С другой стороны киви. Да. На балконе будет. Всегда вино и закуска, да? Конечно. Гамар Чобат. У меня гость из этой Германии. Я гостья у нас. Вот. На нескольких языках, то есть это будет и русский, и английский. Может быть, если мы найдем с Украины, как бы с переводчиком, сделаем и для них тоже, в принципе. То есть мы хотим работать на весь мир, так как Василина с Вахтангом, в принципе, они мировые блогеры уже считаются, поэтому их смотрит весь мир на нескольких площадках. В Инстаграме вы Василину нашли, кажется, да, поэтому будем и в Инстаграме, и в Ютубе, и в ТикТоке, и на Фейсбуке, соответственно, будем везде давать ежедневную рекламу. Как раз год получается, да. Ребята, сейчас я вам хочу рассказать историю, которая вот сейчас только что произошла. Мы приехали снимать объект, и как вот в Грузии бывает, когда Вахтанг кого-нибудь встречает, там, ну, незнакомого человека, сразу грузины спрашивают: а какая фамилия, откуда ты? И сразу находится куча знакомых, куча родственников. Грузия маленькая страна, и у грузин менталитет такой, что нужно узнать по фамилии, по окончанию фамилии, с какого региона Грузии человек. Мы сейчас сидели, разговаривали с хозяйкой этого отеля, да, о продаже, ну, как бы мы заключаем договор на продажу с нашим агентством, и оказалось, что у Валерьяна в этом доме, ну, мы когда подъезжали в этот отель, с той стороны живет отец. У Валерьяна корни с Грузии, да, он отсюда, у него папа здесь, и брат. Я сказала, что, вы знаете, говорю, у Валерьяна здесь, оказывается, отец живет. И Марика говорит: а в каком, кто отец, кто брат? И мы начинаем разговаривать, и оказывается, что, ну, это друзья детства, и просто, ну, вот это невероятная Грузия, понимаете, и все друг друга всех знают, вот
Так вот получается. Когда вы сказали, что я брат, это мурашки у меня просто. Думаю, что какой кимоно. Да, классно вообще. А вы моего мужа не знаете? Вы Нет. здесь вообще не... Не, я родился, получается, в России. А, Да. здесь, наверное, вы не... Он здесь Я жил вообще до не жил. 5 Я лет. здесь до 4 лет прожил, получается. Мама уехала, и Да, все. да. Я все это время сознательно прожил, получается, в России, а потом маму отправил в отпуск. Я говорю, мам, куда хочешь съездить? Она говорит, в Грузию хочу. Да. И мы на Airbnb забронировали квартиру, и она приезжает сюда, говорит, слушай, блин, мне кажется, в этой в этом доме твой отец жил. Да. Ну и все. У хозяина квартиры спрашивает, вот напротив дома она снимала квартиру, а вы знаете, как бы, Тенгиза Гордоладзе? Я сын его знаю, мой друг, и все. Пришел Заят, познакомился с Тамарой Алексеевной, и говорит, у меня что, брат есть? Я говорит, хочу с ним познакомиться. Я где-то еду в аэропорту, лечу в этот момент. Звонит мама, грузинский голос, брат, здравствуй. Вот так мы познакомились, я пообещал приехать, приехал. Просто у вас имидж другой, а то, если да, так посмотреть, все-таки есть сходство. Вот сейчас я смотрю, просто у вас это борода и волосы. Слушайте, ребят, программа «Ищу тебя» просто. Это реально. Жди меня, жди меня. Сколько уже, да, таких историй с Японией? Каман, иначе говорить кимоно. Да, так, это все началось. Да. Ну все, тогда начинаем работать. Будем продавать на всех этих площадках. Я думаю, все получится. Место такое хорошее, сам отель тоже располагает, сделано все. Чуть есть моменты, которые надо подшаманить, но это уже кто уже с душой подойдет к месту, тот, я думаю, и сделает все правильно, когда. Потому что здесь видно, что сюда тоже вложили немало сил. И вложено тоже есть в дизайне какие-то моменты, есть такие. Нет, здесь очень хорошо. То есть, Вообще. да, Мы когда уютно сюда пришли, сделано. я говорю, с удовольствием Сами все бы вкусно, купили все вот на купили. 2 семьи. Занимались бы бизнесом. Да. Дело в том, что ко мне же обращается как сама иммигрантка и рассказала за 3 года свою историю. Я сюда приехала с 2 детьми в 2019 году. С Вахтангом мы уже здесь познакомились, поженились, открыли компанию по недвижимости. Но мы не успеваем заниматься, потому что мне надо каналом вести, рекламой. Вахтанг занимается управлением посуточной арендой Орби. А ребята, когда приехали, я говорю, давайте уже вместе, потому что запросов очень много, действительно, нам пишут, и грузины пишут, которые хотят продать, и которые хотят купить приезжие, и расспрашивают про бизнес здесь. Камаджова. В общем, запросы есть, но мы не успеваем это все обрабатывать, потому что, ну, это все время, у нас тоже 2 деток, ну, как-то еще жить хочется. Ну, то есть, ребята как приехали, и мы вот уже этот ролик начали, я говорю, как нам в помощь, я говорю, давайте уже вместе организуемся, потому что, ну, все как с головой, надо просто вместе усилия все сложить, и каждый занимается своим, в кайф, и помогаем людям. Потому что запросов очень много людей, от которых сейчас там бегут из России, там из Украины беженцы, но кто-то там с Белоруссии приезжают, люди с деньгами, и они не знают, как здесь реализоваться. Здесь можно, если и жить, я сама такая же, я в России переделывала квартиры под бизнес, и я парикмахер с большим стажем, опытом, призер международных конкурсов в Москве, в Санкт-Петербурге, и я просто организовала на 1-м этаже из 3-комнатной квартиры, сделала себе салон, мини-салон на 2 парикмахерские кресла, и вот также организовала пространство, что у меня и бизнес был, и квартира была. То есть я и жила, и работала, и детей еще могла видеть постоянно каждый день. Ну, то есть все на одной площади, и таким образом я выплатила и 4 миллиона ипотеку, и как-то смогла эту квартиру потом продать и уехать в Грузию. У меня хоть какая-то подушка была вот финансовая. Так что здесь очень хороший именно момент вот этот, что здесь можно с семьи приобрести сразу готовый бизнес, рабочий бизнес и начать уже зарабатывать. Какое преимущество, ребят? Вы просто здесь же проживаете, причем не просто здесь, а в самом центре самого красивого города. У тебя пляж просто 200 метров. Вышел с детишками, дорогу перешел, и все, и ты уже на пляже. У тебя есть ВНЖ, у тебя есть бизнес, который приносит тебе деньги, и ты просто живешь и кайфуешь. Класс. Ребят, просто продаем квартиру в Москве или в Санкт-Петербурге, вам этих денег хватает. С лихвой жить в центре сердца Батуми, вообще в самом красивом городе на земле, и иметь собственный бизнес.
причем видя цифры довольно-таки доходные. Цифры, конечно, да. То, что это все прям рабочее. Берешь и сразу делаешь. Тем более Вахтанг знает, как это все сдается и может Батуми каждый год, почти можно сказать смело, что от 10 до 20% дорожает недвижимость. Она меняется цена с каждым годом, и с притоком сейчас с таким эмигрантов цена возросла в разы. То есть, если, допустим, черный каркас начинался от $400, было такое время, сейчас меньше, чем за $700 ты черный каркас не найдешь. Ну, если, конечно, что-нибудь там тяп-ляп сделанное такое, это минимальная цена. А здесь уже готовая площадь, и уже все сделанное, вот начинай работать и все. То есть, рабочий уже, просто рабочий бизнес. Дорожает недвижимость И как в просто- Москве или быстрее, да, а доходность гораздо выше, самое интересное. Да, так Поэтому что очень классно. выбор очевиден. Плюс к тому, что это историческая часть, плюс к тому, что впереди такие огромные девелоперы построили вообще, чтобы сам Батуми такой интересный тем, что в таком маленьком городе стоит и Хилтон, и Рэдисон, и Шератон, и Марриотт. То есть это, что в таком маленьком городе, то есть эти люди не дураки, которые вложили в такой маленький город, зашли с такими проектами, значит, у города есть потенциал. Дальше только как все зависит от того, как вы приложите усилия и как вы умеете вести бизнес. Ну Всё да, от этого управленец зависит должен. Управление, как вы будете правильно его направлять и как. Но главное, ребят, с душой. Грузия, она, знаете, она принимает по душе. Если вы приедете сюда с чистым сердцем, как я всегда говорю, то и город, и люди, они вам тем же ответят. И сразу родственников куча найдете, понимаете? Это вот как притягивается. Я всегда говорю, на что вы обращаете свое внимание, то в вашей жизни и расширяется. Будете направлять внимание на негатив, то и негатив в вашей жизни будет расширяться. Направляйте всегда на позитив, и тогда все будет замечательно. Предлагаемый объект находится в самом сердце старого города Батуми, на берегу Черного моря. Стильный семейный отель общей площадью 330 квадратных метров. В отеле оборудовано 8 номеров, 6 двухместных апартаментов, одни апартаменты трехместные и одни апартаменты с собственной кухней и балконом. Исходя из доходов отеля за последние 6 месяцев, при действующих 6 номеров из 8, для наглядности мы сформировали для вас отчет о рентабельности данного инвестиционного объекта. Средняя доходность составляет около 17 500 лари за 6 месяцев действующих номеров. В эквиваленте это 420 тысяч рублей или 6660 долларов доход в месяц. А если включить еще 2 номера, которые сейчас не сдаются, то это добавит к прибыли еще 3700 лари, а это 89 тысяч рублей или 1500 долларов в месяц. Итого в месяц 21 200 лари. Это 510 тысяч рублей или 8100 долларов в месяц. За 12 месяцев средняя прибыль отеля может составить 254 400 лари. Это 6 миллионов 120 тысяч рублей или 97 200 долларов за год. На сегодняшний день стоимость отеля составляет 450 тысяч долларов. Окупаемость при этом в течение 4 лет и 5 месяцев мы считаем очень даже интересное предложение для инвесторов. Должны построить тоже какие-то очень брендовые гостиницы. Модный порт, еще там должны сделать. На воде еще что-то будет Да, там. да. Мгм. Типа как пальма в Дубае. Да. Так говорили, когда приедете, уже там встретим вместе с кимоно. Обязательно, обязательно. Я сейчас позвоню Кимоне и скажу, что брата твоего гостила. Да, большой привет ему от нас передавайте. Обязательно. Мы У скучаем. вас еще есть сестра. Да, конечно. Диона. Но она здесь, она в Тбилиси. В Тбилиси, да. Да, она скоро увидимся. Сейчас, наверное, приедет на праздник.
что, кто еще не подписался на канал, обязательно подписывайтесь. Василина в Батуми. Ставьте лайки и отправляйте людям, которые хотят попутешествовать в Батуми или хотят рассмотреть этот замечательный город для иммиграции. Подписывайтесь на канал, шерьте, не забывайте ставить лайки. Шерьте обязательно. Собаки очень добрые. Сколько стоит недвижимость? Да, я говорю, что зависит от района, от удаленности от моря, соответственно, важно это вам, это не важно. Примерно средний ценник, либо разбег от и до. Квадратный метр, наверное, если примерно это уже с 1000 отделкой, от $1000 и Долларов выше. и выше. $1000. Ну, это если вот какая-то первая там линия. Первая, вторая. Первая, вторая, третья. Чтобы вы понимали, в Батуми не существует таких линий, как в Сочи, как вот вы думаете, да? Если это рядом с морем, значит, это первая линия, а если второй дом идет, уже вторая линия, если там третья, это третья. Здесь так не работает. Первая линия считается вот от моря, мы видим море, и вот примерно вот до той церкви. Это будет все первая линия. Дома будут, вот это вот все будет первая линия. Поэтому, когда вы будете, если вдруг смотреть и третью линию увидите, то третья линия будет очень далеко от моря уже очень далеко. Это не третий домик от моря, как у нас в России считают. Поэтому здесь не так немножко. До перекрестка, до первого крупного перекрестка. И разбег цен от $1000. И выше, да. Но в среднем как бы хороший, с хорошим ремонтом, с газификацией, с отоплением, то 1000 квадратный метр. Все по-семейному, по-семейному. Ну, про недвижимость я спросила, а вообще дома, насколько они новые? Да, если мы говорим с вами о первых береговых линиях, то чаще всего это дома уже не новостройки. Потому что первая линия, там вот, где вы сейчас проживаете, ближе к Орби, да, там, соответственно, апартаменты. Если мы говорим про апартаменты, то да, это будут все новые, свежие дома. Все остальные, как бы, если это застройка уже к центру ближе, вот где мы сейчас находимся, да, в исторической части, то эти дома уже, соответственно, не новые. Для детей вот хотелось узнать тоже, что касается школ и так далее. Насколько это сложно, есть ли места в школах, преподают ли русский язык? Ну, то есть, вот. Да, это тоже самый часто задаваемый вопрос, особенно для мамочек, у которых есть дети. Школ предостаточно, детских садов хватает. Это говорю, как сама знаю на примере России, всегда нехватка идет очень сильная. Здесь сейчас очень много приезжих из-за политических, да, военных действий. Приехало очень много людей. Но в то же время у Грузии есть регионы, которые находятся ближе к Батуми, такие как Гонио, Чакви, Сарпи, да, то есть смотря в какие как бы стороны. В принципе, это для москвича там 30 минут, ну, это не дорога, в принципе. То там школы вообще мест достаточно. В школе есть и платное образование, есть и бесплатное. То есть, в принципе, здесь каждая мама выбирает, но я скажу точно, что образование платное, оно вряд ли будет отличаться от бесплатного, потому что будут преподавать те же самые педагоги. Поэтому Грузия удивительная страна в этом отношении. Да. Но преподают и русский, и грузинский. То есть Верно, да. есть. Даже в русском секторе будут каждый день ежедневные уроки по грузинскому языку. То есть ребенка адаптируют, да. Каждый день у нас грузинский. Да, ребенка адаптируют, хотя говорят, педагоги будут говорить на русском языке, детки, которые будут находиться в классе, все будут общаться на русском языке, но грузинский будет ежедневно, на ежедневной основе. Ну, кто хочет больше изучать, вот, допустим, у Василины, да, они с репетитором учат язык. Также много дополнительных занятий, такие как грузинские танцы, очень нравятся детям. Они прям с удовольствием идут, Миланова тоже занимается профессионально, да. Там только на грузинском говорят, тоже погружение в языковую уже среду, где на тебя уже не выделяют. Мой ребенок занимается у Ливана, это тоже очень тренер популярный, в Грузии очень много спортсменов, чемпионов вырастил. И мой сын занимается у него.
Но Ливан делает нам поблажку, очень часто переводит на русский язык, хотя, в принципе, ни одного русского в нашей именно группе нет. Поэтому как бы вот и спорт, и развлечения, в принципе, для детей достаточно. Чего только одного наша море стоит, где просто с камнями. Говорю, у меня подруга приехала с 2 4-летками. Она говорит, больше ничего не нужно, просто привел на пляж. И тут столько камней, им кидать, не перекидать. Просто на 2 часа можно ребенка смело занять, и будет им счастье. А вообще иностранные языки тут преподаются? Преподаются очень много языков, потому что много иммигрантов. В принципе, здесь есть языковые курсы абсолютно любого языка, абсолютно. Испанский, английский, китайский. То есть иммигранты делают для русских свои какие-то курсы углубленного языка, репетиторы. Также и грузины предоставляют бесплатное изучение грузинского языка, если вы хотите изучать язык. Нет, просто я для себя почему спрашиваю, я преподаватель французского языка. Отлично. И я хотела узнать, да, это так в эту удочку забрасываю на будущее. Отлично, вы найдете себе здесь публику, То как и для детей, и для взрослых. То есть Будете здесь репетиторством заниматься. Проблем с этим Нет, будет, если не что. будет, не будет. Вы найдете свою публику, потому что... у нас закажут. Да, рекламу просто... Вам бесплатно не делаем. Да, здесь уже есть бесплатное, так что да, можете приезжать уже. Но по зарплатам, смотря как бы чем вы будете заниматься и как вы будете этим заниматься, потому что многие приезжают сюда в Грузию и сначала на больших энергиях, на большом интересе заряжаются от моря, от солнца, но чуть позже замедляются, и это коснулось вообще И в всех. Сочи, кстати, также, когда я приехала, да, из большого города, где активно движение, а когда уже приезжаешь, там, где море, видишь людей, которые тоже замедляются, и начинаешь так же. Вообще Грузия нация такая не очень медленно, продуктивно, да, проводят свой день, то есть никуда не спешат, Да. очень наслаждаются каждым мгновением, скажем так, каждой секундочкой проведенного времени вместе с общением гостей. Ну, это вы уже, наверное, и так поняли, как бы застолье, поэтому если вот вы не замедлитесь, то, в принципе, потенциала в Грузии очень много. То есть работы здесь достаточно. Но это в основном недвижимость, кафе, ну, которых очень много, и очень много таких интересных локаций, они здесь разные, то есть хочется заходить, рассматривать что-то, ну, прям много-много всего интересного, и Да, я да. вот сколько гуляю, и все время что-то новое рассматриваю. Здесь я согласна с вами, да, очень много и магазинчиков, да, необычных с одеждой, Да, дизайнерской одеждой, допустим, та же грузинская. Очень популярные украшения грузинские. Ну, я здесь соглашусь с вами, да. Надо понимать, для Ну, чего. здесь не страшно, да, здесь не страшно и очень комфортно. В целом, вот как отношение все-таки грузин к русским? Нет ли какой-то вот... Ну, вот смотрите, как бы смысл в том, что этих людей как бы понять можно. Нация очень, очень гостеприимная. Тише! Не взлюбили они квадрокоптер. Давайте, да, продолжим. Тут собаки немножко просто что загавкали нам. Тема на самом деле очень болезненная как и для россиян, так и для грузин. Я и сама русская, но проживаю в Грузии. И тоже первое время очень болезненно относилась как к той нации, как и к другой. Потому что грузины, они очень добрые, очень открытые, очень сердечные, да, вот это правильное слово, которые, несмотря на то, что сделала как бы русская нация, да, все равно принимают и садят за стол нас, принимают здесь нас как своих. Но сейчас ситуация с Украиной триггернула народ, они очень устали, как бы, да, от постоянного вторжения русских в их жизнь. Поэтому я не могу сказать, что здесь вас будут обижать. Но если вы будете поддерживать Россию на улицах Грузии, скорее всего, навряд ли вас встретят с теплом и с добром. Да, активно вас никто не обидит и не скажет, что вы русская, и едьте отсюда, если вы просто как бы никого не трогаете, и вы человек хороший. И у меня есть хорошее выражение, как бы, если ты человек хороший, ты везде будешь человеком хорошим. Согласна. Никто тебя нигде не обидит. Но если ты как бы говно, извиняюсь за выражение, ну как бы отношение будет к тебе точно такое же. Поэтому здесь от нации ничего не зависит, так как нация это всего лишь как принадлежность и имя.
Так что вот так. Приезжайте обязательно к нам в Батуми. Хорошо, контакты теперь есть, буду знать. Да, подписывайтесь Очень на много наш на контакт. Ютубе, прям там есть плейлисты, у меня муж там их все поскладывал. Я 3 года все наснимала, он сейчас это все разложил по Отлично. полочкам. То есть есть образование, есть, как мы тут в Турцию ездим, же рядом Турция, Да, мы да, часто да. туда путешествуем. Мы консультируем людей по иммиграции, по всем вопросам Грузии, ВНЖ, по ПМЖ, гражданство, как открыть бизнес, зарегистрировать компанию, приобретение недвижимости. В общем, все вопросы по Грузии. И с недавнего момента мы оказываем еще такие же консультационные услуги по Турции, так как сейчас большое количество иммигрантов, кто-то приезжает через Грузию, как транзитом, и потом следует в Турцию. В Турции у нас есть люди, с которыми мы с нашими партнерами сотрудничаем, и обращайтесь к нам, мы дадим вам полную консультацию еще и по Турции, и по Трабзону. В общем, все вопросы по Грузии и теперь уже по Турции, обращайтесь к нам. На нашем канале в плейлистах можете посмотреть, у нас есть там папка Турция, так как мы проживаем здесь в 15 километров от границы с Турцией, мы туда часто ездим, и наш партнер Юля, есть ролики на канале, как мы с ней познакомились, и она нас сопровождала, была переводчиком нашим, мы ездили в госпиталь, Вахтанга проверяли, поэтому сейчас мы оказываем и медицинские туры из Грузии в Турцию. То есть все анализы, все операции, все, что по медицине вас интересует, обращайтесь, мы проконсультируем. Также шопинг-туры по Трабзону, ну и вообще сопровождение по Турции. А также у нас есть гайд, это электронный путеводитель по Батуми. Но сейчас мы работаем еще над таким же гайдом по Турции, по Трабзону. Поэтому, если вы думаете о Турции или о Грузии, обращайтесь. У нас есть электронный путеводитель, полностью со всей структурированной информацией для самостоятельного изучения, со всеми телефонами, со всеми приложениями. Опять же, ссылками активными на наши разъяснительные ролики по каждой теме. В общем, мы весь свой опыт уложили в этот электронный путеводитель. Обращайтесь. Кто еще не подписался на канал и интересуется Грузией и Турцией, обязательно подписывайтесь. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. И начинайте уже смотреть. Есть что посмотреть, да. С самого-самого, если низа, люди начинают смотреть как сериал. Вся моя история, как я сюда приехала, никого не знала, и сейчас уже выхожу на улицу, и все со мной здороваются. Это здорово. Здесь, наверное, все друг друга знают, и Да, город конечно, достаточно город маленький. маленький, поэтому, соответственно, как бы ты быстро найдешь себе здесь и друзей, и Есть комьюнити Да. русскоязычных очень много. Можно как-то о себе рассказать, прийти, поговорить с людьми, предложить, потому что экспаты покупают услуги у экспатов. Мгм. Хорошо, спасибо за информацию. да не за что. Я приобрела в первую очередь внутреннюю свободу, любовь, Самое главное. да, и, конечно же, солнце и море. Это, наверное, 3 таких самых главных, если не разбивать по мелким составляющим. Все говорят, природа в Грузии замечательная, но я хочу не с природы начать, а хочу начать, что здесь я услышала словосочетание «теплый человек». Вот, ну, люди. Даже не вино, не фрукты, не горы, не море, не там, а вот именно люди. Здесь хорошо. И как я говорю на своем YouTube-канале, здесь у меня реанимация души просто.